Написала, что запускается. О, я в прямом эфире, наверное. Так. Написала, что запускается. Ой, я себя слышу. Я в прямом эфире, наверное. Так. Так, наверное, звук надо отключить. Написала, что запускается. Так. Наверное, с небольшой задержкой идет. Напишите, меня вообще видно, не видно? Пока тишина. Да, наверное, отвечать буду небольшой задержкой, потому что до меня чуть позже доходит. Не знаю, как до канала. Наверное, какой-то фильтр идет еще дополнительный. Ну что ж, слышно вообще нормально или не очень? Тоже напишите заодно. Так непривычно, я вроде говорю, оно где-то секунд 10-15 проходит, и потом на втором компьютере я смотрю, что оно повторяется. Так, ну ладно, вроде бы пошло. Ну что ж, тогда начнем, пожалуй, как раз по времени. По времени как раз начало. Ну что ж, в первую очередь все здравствуйте, всем привет. Что я хотел сказать? Канал уже у нас примерно 1,5 года существования. Начиналось, помню, ну, начну с лирики, скажем так, потом уже постепенно перейдем до, скажем так, разговоров на технические темы. Значит, с чего у нас все начиналось? Помню, когда канал был еще очень-очень маленький, всех своих знакомых чуть ли не насильно заставлял на него подписываться, забирал телефоны и подписывался через силу. Ну вот первые как бы подписчики появились оттуда. Первая жена была, после нее родственники, знакомые, товарищи на СТО. Ну и постепенно народ начал подписываться. Что хочу сказать? В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем вам, мои подписчики, потому что, в общем-то, не было бы вас, не существовало бы и этого канала бы. Вот, привет еще раз, кто позже подошел, написал чуть позже. Вот, может быть, иногда я бываю немножко резок с кем-то, может быть, иногда обрубаю сообщение, если там кто-то, во всяком случае, обрубал сообщение, скажем так, по самому началу, воспринимая здоровую критику некоторую даже за, мне казалось, немножко грубость. Я вроде старался людям помогать, но, в общем-то, это я был неправ. На самом деле я очень благодарен всем критикам, которые пишут под видео, где что стоит исправить, где что, может быть, снимаю не совсем верно, где может, что-то не видно, вы обязательно это пишите, потому что, в общем-то, канал в первую очередь делается для вас, зрители, а подписчики, не только подписчики, зрители, потому что, в общем-то, хочется стараться, чтобы именно канал нравился вам в первую очередь. В общем-то, к здоровой критике я всегда буду рад. Почему в рабочее время? Ну, для кого-то рабочее время, у кого-то уже плюс 3 часа, у кого-то плюс 5 часов. Опять же, основной контингент подписчиков ближе, наверное, к восточной части России у нас. По статистике, во всяком случае, если верить тому, что идет по аналитику, YouTube-аналитику. В общем-то, поэтому стараемся... Поэтому видео, скажем так, я сделал именно в это время. В следующий раз, конечно, если вам удобнее стримы, пишите внизу, в другое время будем переносить. Извиняюсь, сбиваюсь немножко в разговоре. Честно говоря, первый стрим в жизни, теряюсь. Боюсь, чтобы не сказать что-то вот как-то так, сами понимаете, надеюсь. Да, конечно, заранее можно узнавать, в какое время стрим. Уже дня, наверное, 2-3
висело объявление о том, во сколько он будет. Наверное, лучше всего, чтобы вообще вовремя узнавать, когда будет какое-то новое видео, когда будет какой-то анонс нового видео на канале. Кроме того, что подписаться, есть еще такая вещь, как колокольчик. Просто нажмите на колокольчик, и предстоящее, вот как только появляется видео или анонс стрима, будет у вас уже сразу извещение на e-mail приходить, ну, либо извещение в самом браузере, по которому в интернет заходите. В общем-то, вот так вот. О чем еще можно сказать? Да, кстати, кому-то из подписчиков очень сильно благодарен за подарок. Подарок был единственный, откровенно говоря, но это не главное. Главный подарок, что вы, в общем-то, являетесь подписчиками канала, смотрите, пишите свои отзывы. Так вот, в общем-то, вот мой первый подарок от первого моего Первый подарок от кого-то из моих подписчиков. Кто, правда, не сказали, пришел упаковка на почту, и было написано просто письмо от уважающего подписчика, от благодарного. Вот такой вот подарочек. Но это не главное. Вам спасибо не только, конечно, за этот подарок, но и за то, что являетесь подписчиками, как я повторюсь еще раз, смотрите видео, пишите свои отзывы, может быть, где-то что-то рекомендуете, какие-то корректировки пишете. Так, когда будет видео о минимальном наборе оборудования для ИМА и программного обеспечения. В принципе, я скажу, что минимальное оборудование, я могу, в принципе, даже сейчас рассказать в 2 словах, вы задавайте вопросы, если что-то по-быстрому, я буду сразу на них отвечать. По оборудованию для иммобилайзеров я расскажу. Касаемо оборудования, это программаторы должны быть. Одного программатора, я скажу по личной практике, никогда не бывает много. Должен быть обязательно, ну, в моем понимании, у меня какие программаторы используются. Это Xproc обязательно, Uniproc, который вы видели у меня на канале. Саня, это вечером делать надо, люди на работе. Ну, я понимаю, следующее видео уже будет, наверное, стрим, если будем делать, будем в вечернее время. Я понимаю, но я говорил уже немного ранее, это исправимся. Так, вернемся, извиняюсь, к программаторам. Xproc, Uniproc, потом сейчас я еще недавно взял себе тот программатор, про который было видео, это Orange 5 вместо Omega 5, потому что Omega 5 давно не пользуюсь. Из них, наверное, самый дорогой программатор – это у нас получается Orange 5. Ну, ссылку я на него тоже давал, где брал у китайцев. Остальные, если брать у китайцев, где-то долларов, ну, буду говорить уже в долларах, потому что, наверное, так будет проще всем считать. У нас подписчики из разных государств есть, чтобы не переводить, а уже сами с долларов перекиньте валюту в другую. Где-то в среднем получается Uniproc, он же Wizard Proc, где-то долларов в районе 40 был у китайцев на то время. Потом Orange был где-то в среднем порядка, ну, чуть больше, в районе плюс-минус где-то $200. Они разные бывают цены, наверное, самый дорогой. Но это если брать отломы, а не оригинальное оборудование. Ну, скажу откровенно, по практике некоторые китайцы дают иногда оригиналам покурить. Я не буду рекламировать, скажем так, китайцев, оригиналов. Но, в общем-то, иногда оригиналы, даже производители, если взять тот же CarPro, к примеру, берут к себе на поддержку китайские. То есть если к ним обратиться с китайским, не знаю, как сейчас, раньше было точно, то они дают номер свой и так далее, и уже можно через CarPro дальше было юзать китайский программатор. Запись стрима оставите. Ну, конечно, я думаю, тем, кто придет попозже, кому будет интересно посмотреть то, о чем мы говорили, оно обязательно останется. Так, обзор по ФВДИ. Уже был первичный обзор такой, скажем так, распаковка. Был, пин выдирали с сопеля по нему. Тут, опять же, подошло несколько машин, видео снято, но, как я говорил, у нас сейчас переезд на базу, поэтому я не успеваю просто монтировать видео. Скажу откровенно, на этой неделе то, что я выкладывал, это
Ну, скажем так, прошу прощения, первое то, что попало под руку, эти линзы можно было куда-то и притусовать к какому-то другому видео, но про них у меня быстрее просто получилось сверстать, а так. Я думаю, со следующей недели уже будет немножко, вернемся, скажем так, к более подробным видео, более тематическим. Хотя линзы, мне кажется, тоже дело нужно, если, допустим, где-то на выезде выехал, блок разобрал, там не видится и так далее, разобрать, посмотреть, насколько пропаяно и так далее. Так, скинь мне, я сделаю. А что сделаю? Видео смонтировать? Нет, тут просто именно времени вопрос. Вопрос времени, очень много мусора. Опять же, если кто-то другой будет делать, спасибо, конечно, за предложение помочь. Я понял. То будет немножко другой стиль, мне кажется, видео, и люди, которые привыкли уже немного к моим ошибкам, к тому, как я собираю видосики, могут немного, ну, не воспринять, если даже вы это сделаете уже верстку этого видео, даже если вы это сделаете намного качественнее, чем я, у меня довольно любительский уровень пока еще, постепенно, конечно, смотрю различные тематические форумы, читаю, смотрю каналы тоже по верстке видео, не буду рекламировать, на кого подписан, да, в принципе, это и так можно определить. Вот, ну, в общем-то, вы меня поняли. Про ФВДИ обязательно еще будут видео про ФВДИ, собственно, как и про все другие программаторы. Потому что в каких-то есть какие-то плюсы. Вот про тот же ФВДИ, например, напоролся недавно на то, что необходимо было подушки погасить в Kia, а ФВДИ все-таки не осилил. Там было и 30-я Kia приезжала, но ФВДИ даже не смог к подушке пристаканиться. По-нормальному пришлось поднимать EEPROM-ку, править по-русски все и так далее. Программаторами по ИМА. Да, вернемся к теме, я извиняюсь, отошел от темы. CarProg там просто не было, кстати, по номеру. CarProg также использую для ИМА. Так, по ключевым программаторам. Танго, да, про Танго сделаем обзор. Из бюджетного ZBool неплохая. Тот же FVDI по ключам сильная вещь. Также по ключам используем еще X100 Pro. Его немножко отжалели денег, взяли тоже оригинальный. К тому времени там, правда, ценник был заоблачный, где-то около $800, но, в общем-то, он уже отбился буквально к тому времени, наверное, за довольно быстрый период времени, не буду говорить за сколько, вот не считал, потому что он, в общем-то, к тому времени делал многое, что не делало другое, и делал это практически на старте. То есть не надо было ничего, по апелькам он очень классно, X100 тогда дергал. Так, вернемся к нашим курсам. Курсы начинаем с ноября месяца. Начинаются курсы, которые будут в классе. Это кто, если в городе Минске проживает. Значит, по курсам по интернету, которые мы в данный момент времени пока набираем. Я не знаю, может быть, я неверно объяснял что-то, может быть, просто желающих мало. Но, честно скажу, пока записано всего лишь 6 человек на поток. Подождем, наверное, тоже до ноября. Если никого не прибавится, тогда начнем. То есть разъясню еще раз по курсам. Сейчас начинаем сначала. Многие спрашивают, наверное, неверно тоже я объяснял. Поначалу начинаем курс начинающего автоэлектрика. Это еще у нас не затронет иммобилайзеры, затронется диагностика, поиск причины, как установить причину, как устранить причину, работа различных блоков. Ну, соответственно, это будет обзор по ним сделан. Так, V1 работает. Сейчас я, извиняюсь, расскажу, потом вернусь к этому вопросу. Так, значит, это по курсам. Именно работа блоков, как работать со схемами, как работать с измерительными диагностическими приборами. Это все будет включено в начальную автоэлектрику. Далее за этим перейдем к курсам по именно иммобилайзерам. В курсах по иммобилайзерах мы уже будем немножко более глубоко работать с отключением иммобилайзеров и с
именно под привязкой ключей. Тоже затронем очень плотно оборудование, которое для этого используется, методы перерасчета прошивок и так далее и тому подобное. Ну, опять же, каким оборудованием, куда что выдергивать. И потом уже после курсов по иммобилайзерам, кому интересно, можно еще заняться чип-тюнингом. По чип-тюнингу, говорю сразу, преподавать буду не я, вести курсы. Есть более грамотный специалист, с ним уже как бы это договорено. Имя пока я оставлю в тайне, это будет пускай небольшим сюрпризом. Я думаю, это будет многим интересно потом. Значит, по ИМА. Так, а вот по ИМА ничего такого нет, поэтому будет интересно людям. Я понял. Смотрите, как бы для того, чтобы брать людей на ИМА, на курсы по иммобилайзерам, мне бы хотелось, чтобы к курсам по иммобилайзерам уже шел человек, который представляет разговор немножко о диагностике, о поиске причины. Потому что я приведу живой пример. Только за эту неделю у меня было 6 машин, которые хотели отключить иммобилайзер, благо находится рядом. И я предлагаю просто хозяину: давайте я приеду к вам, я посмотрю, в иммобилайзере дело, не в иммобилайзере дело. И чаще всего, ну, получается такое, что приезжаешь, и дело оказывается совершенно не в иммобилайзере абсолютно. И, например, вот есть какая-то машина, куда не приходит, ну, переведу уже немножко на более понятное, не приходит питание на блок управления двигателя. Там отключаем иммобилайзер, не отключаем иммобилайзер, ну, там лбом об стенку бейся, машина не заведется все равно. Если на мозги, на блок ЕЦУ, блок управления двигателем, он же, не приходит питание, то, ну, о каком отключении мобилайзера может идти речь? Ну, вот сегодня поехал. Смотрите, грубо говоря, ну, вот с клиента, если уже брать в среднем, получается отключение мобилайзера с клиента, ну, понятное дело, с подписчиков, там, с СТО цена совершенно не такая, но с розничного клиента эквиваленте где-то примерно плюс-минус $100, смотря какая машина, отключение мобилайзера. Я приезжаю к машине сегодня, а там просто приезжало у него 5 диагностов. Что за демоны, я не знаю. Расколупали у него всю проводку. Сняты обшивки. Fiat машинка была, кстати, Marea GTD-шка 130 2001 года рождения. Там тупо сдох предохранитель. Просто 5 иммобилайзеров не смогли, каких иммобилайзеров, 5 диагностов не смогли просто тупо поменять предохранитель. Ну, поэтому я не знаю, прежде чем учить отключению мобилайзеров, мне бы хотелось, чтобы люди представляли, о чем речь, как искать причину, вообще делать диагностику в машинах. Ну, вот такую базовую хотя бы, понимаете, надеюсь, меня. Поэтому те, кто, не пугайтесь, я не заставляю никого идти обязательно перед курсами иммобилайзеров на курсы по автоэлектрике, по диагностике. Нет, это не обязательно. Мне просто хотелось бы, ну, позадаю сначала какие-то вопросы. То есть, ну, скажем так, кто не заканчивал курсы по диагностике, по автоэлектрике, у того будет просто вступительный экзамен, ну, понятное дело, кроме оплаты. Я позадаю вопросы, поймите меня тоже правильно. Если вы не сможете ответить на банальный вопрос, как там проверить датчик коленвала, там сделать диагностику, ну, так о каком вообще отключении иммобилайзера может идти речь? Поймите меня тоже правильно. А чему вы собираетесь учить, есть и программы для отключения? Да, программы есть для отключения, но программы, которыми пользуется большинство, скажем так, пользователей, они абсолютно бесплатные. Ну, скажем так, отломы. Расскажу маленький секрет, довольно интересный. Думаю, он будет интересен многим. Когда производители, ну, скажем так, программисты выпускают программный продукт, с одним из них я общался сам, который стоит программный продукт, деньги продает он. Этот, который отлом идет бесплатный, он
идет уже с некоторыми изменениями. Скажем так, ну вот чего далеко ходить. Возьмите, ну, ИМА-киллер старый добрый 1.10 этот, он был отломан еще более-менее ровно. Следующие программы, тот же давайте возьмем ИМА-тул 1.2, который был, в нем отлом идет уже кривой, причем заведомо кривой. Если тем же ИМА-тулом делать отлом того же дафа, того же Мегана Сценика, то, во-первых, жора вырастет в машине не по-детски. Это однозначно, я вам говорю. Ну, это машины просто, про которые я знаю, я сравнивал просто дамп между платной версией программы и отломом, который есть. Ну, бесплатная она у многих есть, а платная не у многих. Вот. Объясню, что такое отлом. Отлом – это, ну, программа, она платная, так? Она продается везде за деньги, не везде у производителя. Появляются добрые люди, якобы, которые взяли, отломали. Ну, по-большему, да. Тот же ФВДИ – это отлом от оригинального Абритуса. Но это такой более-менее ровный отлом. А вот именно про программы, которые я сейчас рассказываю, там отлом делается специально производителем, специально делается криворуко. Ну, не криворуко, а задуманно криворуко, чтобы оно делало машину, снимало иммобилайзер. Да, вроде сняло иммобилайзер. Хонду тоже возьмите. Хонду, Цивика того же, допустим, 96-й, 98-й год. Возьмите, отключите этой бесплатной программой в ней иммобилайзер и покатайтесь хотя бы на машинке 2-3 часа. Увидите, что это будет. Не-не-не, ВВДИ это не отлом, ФВДИ я говорю. Мы немножко о разном. ВВДИ я знаю, что эта фирма классно делает программаторы под ключики. Не-не, я говорил ФВДИ. Вероятно, не так расслышали, может, я не совсем внятно сказал. Вот, поэтому, скажем так, вернемся к нашей теме. Большинство бесплатных программ, которым завалено все, они далеко не решение. Опять же, большинство, скажем так, того, чего нет в программах, в этих бесплатных, в платных, иногда приходится работать, ну, головой, документацией различной, которой, в общем-то, я лично собирал длительное время на форумах. В некоторых прошивках приходится сидеть вручную по тем же вагам, править контрольные суммы. Опять же, возьмите новые ваги, которые идут, где защиту компонентов еще надо снимать. Это пока не делает, ну, во всяком случае, я еще не встречал ни одну бесплатную программу, да, и платными немножко туговато, в общем-то. Да, а чего говорить о большем? Что в приборке тупо надо 2 байта поправить, а какие знают далеко не многие, и мало, в общем-то, кто знает. Это все я собираюсь рассказывать на курсах по иммобилайзерам. Вот, ну, спрашивайте еще, пишите, а то молчу. Это все будет рассказано про защиту компонентов на курсах. Сейчас у нас немножко не совсем профильная тема, хотя про защиту компонентов, я думаю, расскажу и не только на курсах, а расскажу в общих чертах и, наверное, даже на канале. Ну, и не только про это. Эта защита идет между различными блоками, ну, связка между блоками. Ну, объясню, все это объясню. Все объясню. Давайте сегодня немножко про канал больше проговорим. Спрашивайте еще, пишите, задавайте вопросы. Работаю я, скажем так, я являюсь организатором этого канала, организатором, скажем так, этого проекта целиком, но есть у меня, иногда приходят люди, которые, ну, вливаются в коллектив, иногда отходят, кто-то идет просто параллельно, ну, можно сказать, так, организатором именно являюсь я один. Больше всего, скажу откровенно, мне помогают именно ваши рекомендации. Именно ваши рекомендации, именно ваши советы. Поэтому, ну да, можно сказать, работаю в тандеме со всеми с вами.
Про эмуляторы обязательно сделаем видеообзор. По эмуляторам сделаем обязательно обзор сравнения, какой эмулятор лучше, какой хуже. Сделаем подробно обзор по эмуляторам, по Julian, по оригинальным. Сделаем обзор по отломам от них, эти, которые i68 или что-то похожее, название китайское. Скажу откровенно, довольно ненадежные эмуляторы. Ну ладно, это уже отдельная тема. Сделаем также обзор по эмуляторам для Renault, для BMW. Все это обязательно сделаем про эмуляторы. Конечно, я расскажу, какие лучше брать, какие лучше не брать, но это, опять же, поймите меня правильно, это мой личный взгляд, накопленный, наверное, исключительно моей практикой, чтением на форумах, наверное, вот так вот. Но это, опять же, как говорят классики, имхо, in my house, как по-английски будет, мое личное мнение. Значит, по курсам, по цене на курсы, скажу прямо. Если идет человек уже с каким-то опытом, мы говорим сейчас про курсы начального автоэлектрика, а не по иммобилайзерам еще, то стоимость курсов, если уже какой-то опыт есть, человек понимает, что такое диагностика, может отличить различные датчики, там блоки понимает, где что, имеет опыт, скажем так, хоть какой-то базовый работы на СТО, и близок хоть отчасти к автоэлектрике, то стоимость курсов будет эквивалентна 200 евро. Если опыта нету, либо опыт крайне малый, то будет порядка 250 евро эквивалент по курсу, это про начальные курсы. Почему такая разбежка идет? Ну, сами понимаете, иногда много вопросов задает этот человек, иногда слишком много, скажем так, и приходится вместо того, чтобы идти дальше, кому уже меньше информации, ну, скажем так, есть какая-то база в голове, прошли бы уже дальше, там, на 1-2 занятия, а затормаживаться будем из-за тех, у кого опыта меньше. Если бы было слишком много желающих, то, конечно же, разбили бы на 2 группы, например, у кого опыт есть, у кого опыта нет. Но здесь, к сожалению, так, я заказал Xprog, не могу установить софт на компьютер. Там все по-китайски, есть варианты. Так, давайте, наверное, я в ближайшее время тогда сделаю обзор также по установке Xprog. Дам ссылочку, и откуда вытянуть ровные программки. Так, ну и, в общем-то, по Xprog, я думаю, решим. Вы обязательно внизу пишите под видео, под этим видео, что бы вы хотели получить новое от канала, что бы хотели, может быть, новое увидеть на канале. Ну, к этому мы еще вернемся, наверное, в конце стрима. Так, как это разделять будете людей? Новичков, наверное, нет. Да, в принципе, если бы было много, я говорю, людей, новичков и не новичков, тогда бы однозначно бы разделили. Но вот сейчас из новичков, к сожалению, пока только записано, я говорил, уже 6 человек. Тут и разделять-то особо нечего. Может быть, просто тем, кто совсем-совсем новички, сделаем еще дополнительные занятия за, вот скажем так, ту разницу в сумме, где буду им рассказывать ну, дополнительно, что тем, кто уже перешагнул, скажем так, через новичков, что им просто неинтересно знать. Ну, банально, я думаю, закон Ома-то все знают. Зачем это обзоры по Xprog? Есть же курсы на YouTube. Ну, я не знаю, если люди спрашивают про Xprog, то почему бы не сделать обзор? Кому не интересно, он просто возьмет да перешагнет, перемотает, если не получается. Да, в принципе, может быть. Посмотрим. Вы внизу пишите, интересно это, неинтересно. Ну, а дальше уже будем смотреть в зависимости от того, скольким людям это будет интересно, скольким не интересно. Тогда уже будем смотреть. Опять же, если... Может быть, на том же YouTube что-то непонятно объясняют по установке. Я сделаю, к примеру, просто пошаговый обзор по именно настройке программы самой. Но если у человека не получается, если и по обзору уже будет не получаться, я думаю, тогда попробуем
программ же целых куча, чтобы объединить два компьютера, и просто через интернет соединимся, а я уже по подписчика, скажем так, который не разобрался в компьютере, все смогу настроить это и поставить. Опять же, кстати, да, вернемся немножко к нашим енотам по иммобилайзерам на расстоянии, по отключению, по диагностике. Если есть интерес, сейчас дорабатывается уже немного проект, в общем-то, если, допустим, у кого-то из не сильно разбирающих или разбирающих, но зашли в какой-то тупик и не получается найти причину, как вариант, но есть свое диагностическое оборудование, можно будет также делать диагностику через расстояние. То есть, грубо говоря, мой компьютер, ваш компьютер, и мы соединяем тоже напрямую, и я с вашего компьютера делаю диагностику уже на вашем компьютере, вижу показания, говорю вам в то же время, допустим, по WhatsApp, по Viber, что необходимо делать, ну, а вы уже дальше по сути. Ну, об этом будет отдельное видео про диагностику на расстоянии, это все я расскажу еще. Но это пока так, основа. Людям далеким от электрики лезть не стоит. Сначала надо постичь азы электроники. Тогда, вот я об этом и говорю. Я же об этом как раз и говорю, что не стоит сразу лезть в иммобилайзеры там куда-то еще. Надо сначала основы. Ну, допустим, тот же закон Ома с электрофизики, со школы все знают, а остальное, в принципе, на нем все и строится. Автоэлектрика – это больше что у нас? Наука о контактах. Как еще можно назвать? По-другому больше и никак. Ну и, соответственно, автоэлектрика – это уже какой из элементов в машине работает, как датчик какое он дает влияние, скажем, на дальнейшую работу двигателя, там, ну, либо на что-то еще. Вот это я и хочу дать именно в начальных курсах по автоэлектрике. Повторюсь еще раз, чтобы не лезли в отключение иммобилайзеров те, кто банально не может сделать диагностику. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. Ну, еще раз повторюсь, что кто уверен в своем знании начальной автоэлектрики и хочет попасть на курсы по иммобилайзерам, у того будет просто вступительный экзамен, на котором я буду задавать технические, тематические вопросы, и если сможете на них ответить, конечно, зачем вам тогда нужны курсы по диагностике будут? Конечно, тогда сразу можно и на этот уровень идти. Но если есть какие-то сомнения, если не уверены в этом, опять же, за экзамены я деньги брать не собираюсь. Если хотите попробовать первоначально, ну, пожалуйста, проведем экзамен, уже по результату экзамена будем смотреть, готовы идти на иммобилайзеры, либо нет. Но если не готовы, пойдете сначала на курсы по начальной, если у вас есть на самом деле к этому интерес. Ну, а дальше уже по ситуации. Так, хотелось бы качество видео на канале поднять, увеличить ролики по минут 15 хотя бы. Вот это я вам расскажу, откровенно говоря, с качеством. Я снимаю на обычный свой телефон. Сейчас вообще вот с ноутбука, на ноутбуке, сижу напротив ноутбука, камеры у меня нету. Я говорю сразу, у меня нормальной нету камеры. Из камер у меня экшн-камера моя есть, но она по качеству еще хуже. Некоторые видео я на нее тоже снимаю, на экшн-камеру. Ну, скажу вам прямо, у меня нет денег, которые я готов, особенно в данное времени, вложить именно в видеокамеру закупку или для снятия, именно для снятия видео. Просто, ну, откровенно скажу, нету денег, которые я готов в это дело вложить. Ну, хотите поучаствовать в этом, ящик Яндекса внизу, не знаю, здесь есть, нету, а вот там на канале, в описании канала есть. Ну, скажу откровенно, еще никто даже копейки не перевел. Не, я не прошу, я просто тонко намекаю, скажем так. Вернемся к длине роликов. Поначалу у меня ролики были где-то 15-20 минут. Было очень много комментариев о том, что слишком длинные ролики, людям неинтересно смотреть, как я выпаиваю, неинтересно, как я раскручиваю болты, неинтересно смотреть,
как я чуть ли не каждый байт переправляю, как я, допустим, если какую-то прошивку исправляю, что я конкретно делаю, хотят увидеть готовый результат, понимаете? Поэтому начали и просить делать ролики покороче. Если я делаю длинный ролик, у меня получается удержание публики, зрителя на канале очень сильно падает, потому что все начинают перематывать, ну, большая часть людей именно начинают перематывать, и удержание публики становится маленькое, удержание зрителя на канале, соответственно, канал очень сильно падает в поисковых системах YouTube, соответственно, подписчиков не прибавляется. Но это если совсем говорить прямым текстом. В общем-то, как-то вот так. Поэтому длинные ролики, ну, я не знаю, есть ли резон делать длинные, мне кажется, главное преподносить именно саму суть. Хотя вы, конечно, имеете право, высказываете. Если какую-то информацию я где-то не додаю, есть какой-то информации, вы считаете, что мало, обязательно про это пишите. Я еще, в общем-то, никого не оставил без внимания. Практически все сообщения, которые я пишу под видео, я практически на все сообщения отвечаю. Я очень сильно извиняюсь, если где-то кого-то упустил. Ну, у меня не 1000 сообщений под одним видео, поэтому время найти я, ну, в общем-то, время я нахожу на то, чтобы ответить, во всяком случае, на большинство. И часто получается даже кому-то сопровождаю, помогаю делать, искать причину в машине, если затык. Ну, конечно, хотелось бы за это тоже небольшое вознаграждение получать, может быть, со временем и начну, потому что, в общем-то, еще никто на канале не написал, к сожалению, в разговоре о канале, там вот где есть закладочка, о том, что спасибо, помогли, классно. Честно говоря, сколько уже подарков дарил, не примите только это, пожалуйста, упрек, только 3 человека прислали фотографии о том, как они получали свои подарки, которые расправляли. Ну ладно, это уже детали, не будем вдаваться в эту лирику. Так, подскажите, пожалуйста, с какого программатора начать для прошивки ИМА, для начинающих? Смотрите, я бы, наверное, рассмотрел в первую очередь, во всяком случае, с каких программаторов начинал я. Первый самым был у меня Xprog программатор, но это уже после PonyProg. PonyProg это был уже очень-очень-очень давно, был такой у меня. После PonyProg он сейчас уже немножко, наверное, морально устарел. Я бы посоветовал рассмотреть для EEPROM Xprog, может быть, для начала. После Xprog я бы посоветовал взять Wizard, потому что, в отличие от Xprog, он неплохо с флешами дружит. После Xprog я бы предложил, наверное, посмотреть в сторону CarProg. И после CarProg я бы, наверное, предложил все-таки к Orange обратить внимание. Это если брать основные, скажем так, программаторы, и не лезть в неки пока что. Ну, для неков, опять же, отдельная тема есть. Но это, в общем-то, по программаторам. Пишите, спрашивайте, не стесняйтесь. Все свои, можно сказать. Задавайте также свои вопросы, буду на них отвечать. Так, что у нас? О, кто-то пишет так. Так, 7 минут. Так, в автоэлектрике 2 основных неисправности. Нет контакта там, где он должен быть, есть контакт, где его не должно быть. Да, 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 вы знаете, как бы саркастично эта фраза не звучала, но в 95%, наверное, так и есть. Сами элементы, если они не совсем грустные и китайские, выходят из строя довольно не так часто. Чаще всего получается либо обрыв где-то проводки, либо получается короткая. Но про это, скажем так, самый основной прибор – это контролька, и, понятное дело, тестер, без тестера никуда. Контрольку, причем уже, понятное дело, лучше использовать
там лампочку ватт на 30 какую-нибудь, на 40 брать. Да ладно, что я это рассказываю. Сделаю еще для новичков отдельное видео, понятное дело. Потому что бывает, тестером тыкаешься, оно показывает, да, там 12 вольт есть, все красиво. А по факту вешаешь туда нагрузку, и все, и убежали куда-то эти 12 вольт. Бывает такое, что провода внутри гниют. Скажу откровенно, я вот своего Ниссана, когда купил еще первого Тирану эту, ой, сколько-то, лет 7 или 8 назад, ту, которую прокачивал здесь, тоже на видосах он был, так я ее купил, ее завести не могли. Потому что приезжали диагносты и электрики, и тестером тыкались, и никто ничего найти не мог. А по факту оказалось, что вроде и звонилось, а тупо на замок зажигания питание не приходило. Так, если вам буду отправлять для поправки дампа. Ну, я сразу скажу, стоимость на услуги по правке дампа, если касается иммобилайзера, например, или чип-тюнинга, довольно различные. Все зависит от того, какая машина, какой блок управления. Разбежка в среднем, скажу сразу, для СТО, скажем так, либо гаражников, не обессудьте, что называю мастеров, работников гаража так. Иногда, кстати, гаражники могут дать, извиняюсь за выражение, просраться некоторым официалам. Да? Зачастую оно так и бывает, что кто работает в гаражах, имеет опыта больше и работает на себя. Главное не для галочки отработаться и денег сорвать, а именно нормально потрудиться и заработать себе честное имя. Так, немножко в сторону отклонился, да. Разбежка для сотрудников, ну, скажем так, работников по этому бизнесу в среднем идет где-то от по дампам поправки, ну, буду говорить уже в какой-то определенной валюте, чтобы у кого-то рубли, у кого-то гривны, у кого-то еще что-то, ну, в среднем где-то получается от 10 до за прошивку именно до, может быть, 50, до 70 евро. Ну, это долларов, там примерно то же самое получается. Иногда еще необходим, конечно, не программатор, этот эмулятор. Скажу, какой эмулятор брать, понятное дело, ну, либо можем предложить сами, может быть, что у нас есть из эмуляторов, само собой. Ну да, евро, доллары, где-то от 10, может быть, до 100 разбежка по правке дампа. Ну, чаще всего, скажем так, по прошивкам, с которыми обращается народ, где-то получается от 20, может быть, до 50 долларов, там, евро, где-то вот так вот получается. По тому именно обращаются подписчики с какими прошивками. Сложное, скажу откровенно, ну, было 3 машины, один блок у меня вообще завис, тут мне перед человеком очень стыдно, скажу откровенно, наверное, уже больше месяца блок висит. Сначала долго не было на чем проверить, а тут еще переезды эти навалились, так я уже 2 недели не могу просто отправить, хотя блок готов. Ну вот попалась довольно сложная машинка. Еще, опять же, скажу сразу, если делаем кому-то отключение иммобилайзера и так далее, пока не готова прошивка, либо пока не готов блок, пока я его не проверил, не отправляйте деньги, потому что теряем тогда деньги и мы, и вы. Мало ли, мы тоже как бы не боги, я, в общем-то, тем более. Поэтому я, ну, не абсолютно любой блок могу сделать. Иногда бывают затыки, что у меня не получается сделать. Если вы проплатили уже деньги, поспешили, то мне приходится их возвращать обратно, а тут теряем либо мы, либо вы на процентах, которые берут все комиссию банки за перевод этих денег. Поэтому пока я не сказал, что блок либо прошивка готова, не спешите кидать деньги. Это, в общем-то, такое вот вкратце. Ну, опять же, повторюсь, то, что по прошивкам подписчики, ну, либо зрители скидывают, ну, в среднем, я говорю, где-то от 20, может, до 50 условных единиц по курсу получается. Так, пишут, подскажите, ИМА ТО отзывается на ключ. ИМА то отзывается на ключ, то нет. В чем может быть проблема? И нужно его
прошивать или что нужно делать? Нет. Если има то отзывается на ключ, то нет, прошивать его однозначно не надо. Это вам абсолютно никак не поможет. Если слетела синхронизация, либо слетел иммобилайзер, оно уже никогда вообще отзываться не будет на ключ, никак. В первую очередь, что бы я посоветовал сделать? Ну, во-первых, они написали, какая машина, немножко сложно представлять, потому что в разных машинах по-разному. Ну, в первую очередь, наверное, сделайте кольцо проверочное. У меня видео было, как его сделать самому. Посмотрите, идет ли в момент запрос на ключ, когда ключ не принимает иммобилайзер. С этого начните. Если ключ идет запрос, приходит запрос на ключ, то есть светодиодик мигает, когда вы поворачиваете, то значит, скорее всего, проблема будет в самом ключе. Если не приходит в это время запрос на кольцо, то проблема будет где-то в проводке. Опять же, Астра, вот вы написали, Астра какая? Там по годам разбежка, дай боже какая. Ну, в первую очередь, если запрос все-таки приходит, то проблема будет в ключе. В некоторых Астрах, где нет отдельно трансподера, то трансподер сам собран на плате, то часто бывает не пропай, либо проблема с катушкой, которая стоит в самом ключе, намоточка такая стоит. Я уже снимал видео про них, не помню, какую машину там делал тогда, но видео про это было у нас уже. Если ключ с трансподером, то, ну, именно с чипом, с такой в керамике, либо в стекляшке, то, ну, крайне редко. Было у меня, наверное, пару вольф, которые слетала керамика, была одна удюха, но и то чаще всего, в общем-то, можно обойтись и без этого, а просто поменять кольцо в самом замке. В первую очередь, перед тем, как прошивать, однозначно, я скажу, не надо. Если у вас она то работает, то нет. Это проблема, как уже говорил один человек чуть ранее, проблема в контактах. Но вот где контакты проблемные, на ключе, плате ключа, либо уже в самой машине, это надо устанавливать. Самый простой вариант, как я говорил, это сделать колечко со светодиодом. И вы будете видеть, приходит запрос от иммобилайзера к ключу, либо не приходит в момент, когда машинка не видит. Это вам даст ответ, во всяком случае, куда вам лезть необходимо. Так, вы снимите видеоролики для начинающих про ИМО подробнее. Спасибо. Да, в принципе, насколько подробнее это? Сами понимаете, иммобилайзеры зачастую такая тема, где надо работать головой. Тут, если выложить все вообще на блюдечке просто, ну, это будет слишком просто. Ну, я часто рассказываю, где что надо править. В большинстве видеороликов именно нарисовано, где что вот именно надо исправить, где что надо сделать. Если уже подробнее, ну, я не знаю, тут вам, наверное, тогда лучше бы всего почитать форумы. Кстати, там спрашивали про форумы, я расскажу сейчас, какие форумы у меня любимые касаемо автоэлектрики, диагностики. Так, спасибо за такой мало. Сообщите, пожалуйста. Да, вот, смотрите, ну, я стараюсь, во всяком случае, я очень сильно стараюсь раскрыть как можно больше информации и показать. Если там, ну, какой-то долей где-то что-то я по опытности своей, по практике не показал, ну, просто попробуйте включить голову. Если совсем-совсем не получается найти какой-то момент, спрашивайте, ну, Viber тот же, WhatsApp, телефоны всегда указаны внизу под видео, найти можно. Я думаю, особой сложности, ну, не возникнет для того, чтобы мне задать вопрос, если что-то не можете понять, если совсем что-то просто. Так, касаемо форумов. Ну, наверное, самые мои любимые форумы. Сейчас расскажу. Наверное, CarHelp, сильный форум, Track Diagnostic, так, там больше технический, наверное, это по грузовым больше. По тиранам, по Nissan, это понятное дело, tiranairc.ru. Опять же говорил, CarHelp, ChipTuner из известных форумов моих любимых, автобк.ру,
Это вообще мой самый, наверное, любимый автобк.ру. Октю, честно говоря, между нами не совсем долюбливаю, но это, опять же, личные отношения. Может быть, какие еще форумы? Ой, господи, просто такой вопрос. Кармастер однозначно. Кармастер это не обсуждается. Да, положительный форум тоже. Так, о господи, что-то у меня тут закладок и не могу найти по всем этим форумам. Автопрокс, да, Автопрокс тоже нравится. Много тематических там. Мне на Автопроксе очень сильно понравилось обсуждение именно самих программаторов. Очень неплохо там про тот же EasyDiac рассказывались. Ну да, в принципе, про многое. Можно сказать, с него почерпал много интересного и про тот же, о господи, как он называется, Вов, это программный продукт, в общем-то, там в первое время на Автопроксе было Фрикер. На Фрикере я в свое время бан получил, немножко рассказывал, приняли меня за рекламу, мои выкладывания, но в свое время там был сильный форум, но он сильный, наверное, был не по машинам, а по другим темам, по машинам. Я бы не сказал, что Фрикер очень сильный форум был. По сигналкам, да, был в свое время. Не знаю, Фрикер в свое время, как-то помнится, даже умер форум. Насколько он живой сейчас, я, честно сказать, не знаю. Неплохой форум есть, украинский, крадуны, но это больше уже по сигнализациям, по обходчикам и так далее. Не будем вдаваться, скажем так, в такие, ну, ссылок я опять же не даю, так что думаю, в этом плане ничего нету негативного о том, что я название этих форумов сказал. То же самое, что если наказать пытались за рутрекера, на котором, ну, в общем-то, он живой и куча полезных файлов, в общем-то, можно найти документации. Как сказал классик, кто ищет, тот всегда найдет. Задавайте еще вопросы, буду тоже отвечать. То у нас как бы первый стрим, минут через 10, наверное, будем уже заканчивать. Первый раз больше, чем час, я уже не выдержу, наверное. Тяжеловато. Небольшая нагрузка, в общем-то. Пишите еще, спрашивайте. С доставкой на Россию. В общем-то, наверное, самое простое, если отправлять обычной почтой из крупного города, у нас получается где-то в среднем идет посылка недели 2. Если отправлять, вот очень хорошая есть курьерская служба СДЭК. Не буду их рекламировать, но по работе с Россией более быстрых доставок у меня еще не было ни с кем. Максимум откуда-то там с Сибири, с далекого небольшого, ну, не знаю, как это, не город крупный, а небольшой или городок там был какой-то уже, дошло около недели где-то до Минска, может быть, даже чуть меньше. Если с крупных городов, так бывает, что 2-3 дня и уже здесь посылка. Да, стрим выложу обязательно на канале. Ну, я постараюсь, главное не стереть. Я, честно говоря, не знаю, как это сделать, но буду смотреть. Автоэлектрикой занимаюсь где-то, наверное, лет около 10, может быть, чуть больше. До этого плотно занимался ремонтом телефонов. Ремонтом телефонов, до этого компы крутил, до этого, в общем-то, программером был несколько. А еще у меня был пейнтбольный клуб свой. Вот, но это вообще отдельная история. Это было очень весело. Для самообразования, мы уже говорили, называли форумы, которые я читаю сам, и, ну, на которых мне нравится, на самом деле нравится, от которых я получаю удовольствие и получаю много полезной информации сам. Так, как давно автоэлектрикой занимаетесь, это я уже рассказал. Это я уже рассказал. Ну вот, значит, из нынешних увлечений, сейчас из свежих увлечений, ну, понятное дело, машина, по грязям люблю покататься, по всяким,
И увлечение у меня есть практическая стрельба. Это когда с пистолетом бегаешь, стреляешь по мишеням не с места, а ну, различно. Но это на втором канале, на моем, можно увидеть, там, где про похудение и так далее. Про микронасы тоже расскажу, будет отдельное видео. Сделаем отдельный видеоролик по программаторам, которые для этого у нас предназначены больше. Так, про самообразование это я уже говорил. Да, СДЭК больше всего нравится как курьерская служба. Можно договориться, даже домой приносят. Но я обычно не знаю. Чаще всего самое простое – это именно, ну, когда ко мне отправляют, то проще всего у них приезжаю, забираю. Там уже приезжаю, блоков 5-6, 10 бывает один, лежат, ждут меня. Чем курьеров этих бедных гонять туды-сюды. Опять же, когда забираю, тогда, ну вот именно у них, то дешевле стоит. Дешевле стоит сама отправка получения, чтобы не отдавать еще курьеру. Так, что, 6 минут у нас осталось, спрашивайте еще общие вопросы. С Украиной работаем через обычную почту, через маршрутки, но через маршрутки крайне избирательно, по причине того, что иногда много дерут. Недавно присылали по Мерсу блочок, маршрутчик не наш был, с которым мы работаем, а левого отловили на вокзале, так этот демон срубил 25 баксов за отправку и 25 баксов за получение вообще, конкретные вообще. Поэтому стараемся работать либо через маршрутки, либо есть, ой, как же она называется, BlaBlaCar, очень сильно помогает в этом. Ну, сейчас вроде как они переименовались, можно найти того, кто выполнит именно эту курьерскую службу по доставке дешевле с Украины. Собственно, также работаем с Литвой, с Латвией, с Эстонией, с Германией. Ну, иногда, когда очень сильно горит, допустим, куда-то в Европу, DHL тоже в помощь, ну и все остальное с курьерских служб. Ну, чаще всего, если, допустим, куда-то с Европой, то отправляем через автобус. Пассажирский большой, и ценник за доставку берут нормальный, не рубят в основном. Через автобусы иногда лучше, чем маршрутки, потому что зажравшиеся. Так, вообще, какой купить программатор для универсальной? Я скажу откровенно, универсального программатора не существует. У меня программаторов очень много, и, ну, не очень много. Их много никогда не бывает, как я уже сказал. Или вы программатор. Ну, если именно программатор, то, ну да, его не существует. Собственно говоря, как и диагностический сканер, их никогда не бывает много. Всегда в каком-то другом находишь то, чего тебе не хватало в прошлом. Постоянно пытаешься что-то докупить еще. Находишь, допустим, какая-то микросхема, которая не читает этот, и иногда даже переплачиваешь, чтобы купить другой программатор, чтобы просто блок не гнил, не лежал, пока вдруг там наберется под это что-то еще. Если надо для диагностики универсальные, самое лучшее, наверное, из бюджетного варианта, это, да, как ответил Автоком, из бюджетного, это для диагностики, может быть еще EasyDiag Lounge. Да, само собой. И те, которые чаще всего несут. Для пинов, ну, для пинов они все хорошие. Универсального ничего не существует. Я уже об этом говорил. Ну, не бывает универсального программатора, который вот возьмет и все накроет. Он бы стоил, наверное, миллиарды бы долларов, там, ну, может, не миллиарды, но сотни тысяч так точно. Но его нету, его просто не существует универсального, который бы делал все. Опять же, то, что заявляют китайцы, что как будто бы много всего делает, ну, у китайцев зачастую оказывается хорошо, если 78% заявленного он будет покрывать и делать. Ну, для пинов, опять же, какая машина вам надо, под какие машины пины драть. Если апеля, наверное, это будет под апеля неплохо. Ну, наверное, тот же ФВДИ, он же
Абрик Флаевский, либо этот самый, о господи, Карпрок, тот же старый Апеля неплохо дерет пины, X100 Апеля дерет, ну, смотря, опять же, какие года машин, куча всего. Так, а в Украину через Белпочту растаможку заполнять нужно. Все зависит от размера посылки. Если получается там ниже какого-то веса, я, честно сказать, я врать не буду. За какие-то посылки мне на почте просто рассказывали, иногда приходится платить, иногда нет. Иногда, допустим, приходится... Вот отправлял сейчас, когда приз в Украину пошел, сигнализация для таможенная, потому что она по весу была большая. Когда, допустим, отправлял неделю где-то назад блок, но без корпуса в Украину, то тогда не надо было заполнять, оно каким-то там упаковкой, не знаю, как это называется правильно по почтовому, но это лучше спрашивать на почте, потому что вот, есть какие-то нюансы. Опять же, в Литву отправлял, не, в Латвию, вру, почему помню, одному человеку отправлял один блок, по весу он переваливал, заставили заполнять декларацию, а один раз ему отправлял, он по весу был ниже, и декларацию не надо. Ну, самый простой вариант, чтобы не драли деньги за отправку получения, пишите старый классический вариант, называется гифт. Ну, то есть подарок, грубо говоря, автопартс, автозапчасть. Ну, за это, ну, и оценивайте ее как можно дешевле. Ну, ее все равно, если украдут, то это крайне маловероятно, если цивилизованная почта. Ну, что терять? Зачем платить больше, если можно платить меньше? О, привет, привет, Ростов. Общаемся давно, каналами дружим. Кстати, подписывайтесь. Очень интересный Протектор Ростов. Очень классный канал у них про сигнализацию. Однозначно рекомендую. Есть особенно новички по установке сигнализации, вообще божественно. Там рассказывается, как лучше делать. Да и не только, наверное, новичкам, именно по установке сигнализации. Там очень много у них информации. Рекомендую, в общем-то, канал Ростов Протектор. Хороший канал. Так, еще сложно автоэлектрики, разбор салона, чтобы не накосячить. О, это точно. Скажу откровенно, разбор салонов ненавижу. Хотя есть куча инструмента для этих целей, сам не лезу разбирать. В крайнем случае, если какая-то новая машина, привлекаю людей, которые мне, в общем-то, в этом помогают. Я иногда немножко более сильный, скажем так, и поэтому салоны стараюсь не разбирать. УПА оригинал, да, в принципе, неплохой, для самого-самого-самого начала неплохой. Да, если пришлете карпроги, можно перепрошить. Единственное, что по практике, 10-ю версию я бы крайне не советовал ставить. 10-я, она кривая, в общем-то, крайне кривая, слишком много нюансов. Вот 8-ка, мне кажется, самая лучшая. Да, можно сделать, тем более вы видели, я показывал уже программатор для обновления карпрогов у нас есть. Васпа и Костю Скотса смотришь? Нет, откровенно скажу, нет. Честно сказать, даже не знал про Васпа, слышал, про Костю даже не слышал, честно скажу. Скрывать не буду. Спасибо, что подписываетесь на канал. Сколько будет стоить? Ну, давайте не будем здесь, скажем так, какие-то коммерческие вопросы. Пишите Viber, WhatsApp, я думаю, договоримся. Потому что, в общем-то, здесь, если я вам назову сейчас одну цену, через неделю она может поменяться, оказаться все намного более простое решение, либо наоборот более сложное выйти. Соответственно, стоимость может поменяться, а люди будут видеть эту стоимость, и это будет не совсем справедливо уже. Поэтому можно обе перепрошить, можно одну, сколько скажете. Ну, это пишите, я говорю еще раз, Viber или WhatsApp, ну, уже, наверное, не сейчас. Дайте хоть потом часик отдохнуть. После стрима я, боюсь, немножко устал. Пойду чаем отпиваться из этой замечательной кружки, что
кто-то из подписчиков подарил. Вы хоть напишите, кто подарил-то, а то мне же самому интересно. Я обязательно или видео в каком-то назову его, или так далее. Вот. Прикольные, кстати, смайлики такие. Тут улыбки, тут недовольный язык показывает, тут в очках, а тут во. Прикольно. Кружка, кстати, большая, 700 грамм. На 3 обычные почти кружки хватает. Так, пробовали вы сотрудничать с Казахстаном? Через какую почту? Да, с Казахстана присылают довольно регулярно. Мне кажется, вот именно ближе к восточной части России самое большое количество подписчиков, вот именно, которые присылают блоки. Ну, я не говорю, что самое большое, но довольно много. Через обычную почту приходит либо было через ДЭК тоже. Было несколько посылок через ДЭК, но не знаю, в Казахстане через ДЭК отправляли или как, если свой. Но через обычную почту точно приходили блоки, были. Советую, наверное, так, а через что? Через ДЭК точно, да, с Казахстана точно через ДЭК отправляли, были. Нифига себе ведро, классная кружка, это на целый вечер, особенно зима скоро. Как раз горячего чая, вообще тема. Ну, правда, ночью потом бегать приходится после этого чая, после 3 кружек-то сразу. Хотя, с другой стороны, если только чаю выпить, так и спать-то не особо хочется. Думаю, может, ее на базу взять туда. Как раз будет, может, прохладно. Будем чаек потиху похлебывать в холодное время. Так, ну что, задавайте еще, наверное, вопросы. Так не хочется от вас уходить. А уже чуть больше часа в стриме сидим. Наверное, будем закругляться. Не-не-не, водку, кстати, не пью. Проблема, ну, не знаю, проблема, не проблема. Когда скинул свой вес очень сильно, в принципе, если зайдете на мой второй канал, если интересно, про похудение, про сбрасывание веса, я 2 года назад, да, в принципе, на моем видео можете определить. Да-да, про водку я расскажу сейчас. На том своем канале можете увидеть, насколько, да и здесь, насколько я большой был по первым моим видео. Порядка где-то 80 килограмм скинул за год. Так что водка в меня сейчас, к сожалению, или к радости вообще не идет. Одна стопка, просто в умат ухожу. Поэтому от водки я отказался. Ну, к сожалению, или к радости, не знаю, не могу сказать. Базы, обзор какой? Базы, где я обитаю. Конечно, сделаю обзор. Обязательно сделаю. По самым новым пола пока нет. Затык, конкретный затык. Скажем так, есть люди, с которыми разговариваю, которые обещают поделиться, но они не местные здесь, не наши. Но пока затык, пока еще не поделились. Слышал, знаю, пока решения у меня лично нету по новым. Ну что ж, наверное, будем закругляться. Всем огромное спасибо за просмотр, спасибо вообще за то, что являетесь подписчиками моего канала, да и вообще смотрите его. Внизу так, есть видео по полу, но тоже никто не делает. Ну да. Вот, еще раз вернусь, да, спасибо за то, что являетесь подписчиками, зрителями. Пишите внизу вообще, что бы хотели больше видеть на нашем канале. Опять же, еще раз скажу, огромное вам всем спасибо за то, что мои зрители. Скажу одно, канал существует благодаря вам. Не было бы вас, я бы, наверное, все это забросил уже много-много-много лет назад. Что я могу вам сказать? Хороших вам машин личных, простых поисков поломок в других машинах клиентских, чтобы у вас все классно получалось и чтобы не было занудных клиентов. Еще раз спасибо за просмотр. Вам тоже, да, удачи в работе. До скорых встреч на канале. Пока-пока.